У меня есть вопрос и предложение. Мой вопрос, а вы, может быть, уже ответили на него, но скажите честно, видите ли вы завершение обсуждаемого нами конфликта в обозримом будущем, например, 6 месяцев, или ему нет конца, то есть последует другой конфликт с другими подстрекателями. Мое предложение, это связано с этим конфликтом. Подарьте, пожалуйста, вашу долю компании НИС правительству Сербии или продайте ее за 1 рубль, она будет вам полностью возвращена, как только позволят условия. Это мое личное предложение, без консультаций. На это, надеюсь, если вы не хотите на это ответит президент Путин 19 октября. Спасибо большое. Спасибо. Но что касается прогнозов о том, когда завершится украинский конфликт, конкретные сроки называют представители Европы. Кто-то говорит до весны, кто-то говорит в течение 26 года. Мы все-таки на это силы не тратим. У нас есть конкретные задачи. Эти конкретные задачи четко, недвусмысленно были изложены и в определенных рамках публично нашим президентом, и подробно обсуждались, как я уже сказал, в Анкаридже, где были достигнуты понимания о том, как оптимально двигаться к достижению этих целей в контексте не перемирия, не временной передышки, а устойчивого мира. И мы будем двигаться по этому пути, независимо от того, кто какие сроки называет. У нас главное для нас это существо. А существо касается безопасности Российской Федерации и безопасности русских людей, которых объявил киевский режим террористами и лишил всех прав. Вот это наша цель. Что касается нефтяной индустрии Сербии и той ситуации, которую создали власти Соединенных Штатов вокруг этого предприятия, где основной пакет акций принадлежит российским компаниям, идет переговорный процесс. Я знаю, что сербское руководство обращается к Соединенным Штатам. Именно Соединенные Штаты выдвинули требования, чтобы именно их приказы выполняло предприятие, созданное на основе межправительственного соглашения между Российской Федерацией и Сербией. Но это специфическая черта американцев. К сожалению, вот этими действиями, односторонними санкциями, злоупотреблением долларом, они подрывают ту самую глобализацию, которую долгие десятилетия выстраивали и которую всем рекомендовали как главное благо человечества. Не сразу, не быстро, но идет процесс осознания того, что это не благо человечества, это такая структура, конфигурация мировой экономики, которая позволяет одной стране диктовать всем остальным. И, конечно, серьезные страны, которые рассчитывают на сохранение своего суверенитета, они будут создавать альтернативные структуры и будут полагаться не на механизмы, которые уже доказали, что они используются для диктата и подавления, а будут полагаться на надежные, не подлежащие каким-то идеологическим причинам платформы. Эта работа идет и в рамках БРИКСа, в рамках Шанхайской организации сотрудничества, и в рамках, кстати, СЕЛАК, сообщества латиноамериканских и карибских стран. Так что это процесс, он, наверное, какую-то выгоду дает авторам этих односторонних принудительных мер на какой-то период. Но в долгосрочном историческом плане он, конечно же, подрывает очень серьезно всю ту систему, которую называли глобализацией, которая сейчас
на наших глазах рушится. Какой конкретный путь избрать? Есть межправительственное соглашение, как я уже сказал, между Российской Федерацией и Сербией, где сказано, что никакой национализации быть не может без обоюдного согласия. На каких условиях согласие может быть достигнуто? Про национализацию или про какую-то другую форму решения этой проблемы. Может быть, решение заключается в том, чтобы найти способ дальнейшей работы нефтяной индустрии Сербии, независимо от тех возможностей, которые есть у Соединенных Штатов для того, чтобы это предприятие наказать. Я не знаю, этим занимаются министры энергетики, этим занимаются соответствующие экономические операторы, в том числе и в других странах, в соседних с вами странах, компании, которые так или иначе сотрудничали с нефтяной индустрией Сербии. Но то, что справедливость должна всегда быть критерием, для меня никаких сомнений нет, потому что иначе мы создаем прецеденты для многих других стран, а это никому не надо.